Снова мы возвращаемся к флоридскому металлу, группе Death и Чаку Шульдинеру. Если не смотрели первую часть, ссылка будет в описании. Scream Bloody Gore. Альбом получился плотный, средней прожарки, но достаточно техничный. Насколько технично могли сыграть Чак и Крис в свои юные годы. Но я соглашусь с большинством и назову его отправной точкой развития Death Metal как стиля, но не эталона звучания флоридской школы. Надо было еще научиться играть хотя бы хорошо, а на это уйдут годы. Стилистически лирика осталась неизменной. Шульдинер пока не вкусил плоды музыкального бизнеса и еще не окончательно погряз в мизантропии. Текстовая составляющая была позаимствована из кинематографа. Zombie Ritual был вдохновлен кинолентой 1979 года «Зомби» итальянского режиссера Лючио Фульчи. Regurgitated Gods написан под влиянием City of Living Dead, он же The Gates of Hell, от того же режиссера. Torn to Pieces родился под впечатлением фильма 1981 года Cannibal Ferox, он же Make Them Die Slowly. И опять итальянский режиссер Умберто Ленци, Evil Dead. Ну, тут всем понятно, что постарались зловещие мертвецы и Сэм Рэйми. Scream Bloody Gore взращен на самой мною любимой почве, пропитанной космическим ужасом Лавкрафта, а точнее экранизацией его рассказа «Реаниматор» от Стюарта Гордона. Beyond the Unholy Grave появился благодаря фильму 1981 года The Beyond от того же Фульчи. Но с пластинкой связаны и другие интересные вещи. Во-первых, с подписанием контракта не все так было гладко. И хотя, по мнению Криса, за них пыталась договориться подруга Чака, все было совсем не так. Это Дон Кей, журналист из Нью-Йорка. Да, фотографироваться он очень не любит. В начале 80-х он писал статьи для многих рок-изданий, включая Kerrang, а также пописывал для Combat Records. А еще он был вовлечен в схему перепродаж демозаписей молодых тяжелых команд и следил за творчеством Шульдинера еще со времен первых записей Mantas. Именно он настоял на том, чтобы глава Combat Стив Синклер, вот он, тоже не любитель светить лицом, подписал контракт с малоизвестной командой. Ведь тогда лейбл уже выкатил пластинку от Megadeth и, видимо, задрал нос. Дон долго обхаживал Стива, пока тот не сдался, но сказал, что поместит под названиями песен надпись: «Это запись «Придурь Дона Кея». И если альбом провалится, будет винить его, что он настоял на том, чтобы эта хрень была издана». Журналист, конечно, согласился, думая, что это шутка, но Синклер, видимо, не умел шутить. И когда пластинка была издана, и Кей взял ее в руки и увидел знаменитую надпись, глаза его не кисло округлились. Единственное, что крутилось у него в голове: «О боже!». Реакция Чака тоже не заставила себя ждать. Молодой дез-металлист рвал и металл, пуская мощные звуковые атаки в телефонную трубку, прямиком в ухо Дону. Шульдинер считал, что никто не воспримет его работу серьезно после таких слов. Но, как оказалось, этот троллинг от Стива мало кто заметил, ведь работа была крепкой. Мне интересно, когда Death запороли первую запись, глава Combat жалел, что с ними связался, или нет? И это не самый эпичный фейл. На задник составу, что записал пластинку, был добавлен еще один персонаж, некто Джон Хэнд. И если вы ничего не слышали о нем, это неспроста. Читая размышления Криса по этому поводу, я удивлялся, насколько лейблу было похер, что писать на оформлении пластинки. По словам Райферта, во время записи они скорешились с одним гитаристом, парнем по имени Джон, который вообще никак не участвовал в процессе создания альбома Scream Bloody Gore, а рассматривался как потенциальный гитарист для живых выступлений. Но после нескольких совместных джемов музыканты Death поняли, что малец не в состоянии осилить материал с альбома, и отправили Джона нахер, где, видимо, он пребывал и до этого. Вот его страница с Facebook, и у чувака реально рвет крышу от того, что он является якобы членом одного из составов Death. Даже назвал свою команду Death Resurrection. Посмотрите на логотип. И пишет полнейший кал под этой вывеской. Вот можете послушать. Можете также почитать ту дичь, что он постит у себя на странице. Ссылку я оставлю.
А теперь вернемся к хорошему. Конечно, стоит отметить и то, как была оформлена обложка Scream Bloody Go, над которой постарался художник Эдвард Репка, известный своими работами для Megadeth, Venom, S.O.B. и NoFX, а также Misfits. Даже сейчас обложка выглядит круто, а тогда, возможно, показала, как должен быть оформлен настоящий death metal альбом. Пластинка вышла и привлекла внимание многих поклонников тяжелой музыки. И весь этот успех надо было закреплять концертными выступлениями. А с этим была проблема, ведь состав был недоукомплектован музыкантами. Но все решилось очень просто. На помощь пришли их кореша из Seidus, в том числе и басист Стив, с которым были разучены партии с альбома, и даже планировались концерты. Но Чаку надо было, видимо, показаться родителям и дать понять, что сделка с ними состоялась. Контракт подписан, и про дальнейшее обучение в школе можно забыть. И вот по прошествии нескольких месяцев отсутствия в Сан-Франциско, Шультинер позвонил Райферту и сообщил о том, что не намерен возвращаться в Калифорнию, предложив барабанщику группы Death переехать во Флориду и продолжить рубить Death Metal. Увы, Крис был не в восторге от жары и местных колхозников и предпочел остаться дома, впоследствии основав группу Autopsy, но это уже песня для отдельного альбома. Тем временем бывшие коллеги Чака, называемые им пидорами, то есть Кэм Ли и Рик Роуз, уже успели воссоединиться в составе группы Massacre, отыграть материал и записать демо. Хотя в остальном дела у них шли не шибко-то отлично. Фредерик узнает, что Чак вернулся домой, а также, что Шульдинер выпустил пластинку, и, видимо, об отсутствии у последнего музыкантов. Что там наговорил Росс Шульдинеру, точно неизвестно. Но уже через несколько дней Рик приводит большую часть состава Massacre, Терри Батлера и Билли Эндрюса. Мальчуганы, почувствовавшие запах славы, на репетиционной точке в составе банды Чака разучивают в течение месяца материал со Scream Bloody Gore. И очередной состав Death отправляется в гастроли. Самолет несет смерть Милуоки на крупный фест. А что происходит в голове у Кэма, я даже не знаю. Возможно, она бомбит, если вы поняли мой тонкий юмор. Кстати, к основателям Massacre относится Алан Уэст, с которым одна флоридская группа вскоре после его ухода из резни, развала из-за Death, запишет свой дебютный альбом. Но об этом мы поговорим в другом видео. А пока команда Чака разогревает до красна фанатов экстремальной музыки в США, тот фестиваль Milwaukee Metal Fest был знаковым для Чака, ведь там он познакомился с будущим менеджером группы Эрик Грейв, который был одним из тех, кто поспособствует уходу Шульдинера в своих текстах от сценария ужастиков к осуждению человеческой жадности и склочности. Это все, что можно сказать об Эрике. Концерты отгремели, и у Чака в кармане, помимо контракта с Combat Records, накопилось много материала, который нужно было доработать и скомпоновать во второй альбом, укрепив свои позиции death metal команды. На дворе был 1988 год, и отыграв 14 концертов, половина из которых была в родимом штате, группа запирается в известный в узких кругах студии Mori Sound, что в Тампе, и под предводительством Скотта Бернса как инженера и Дэна Джонсона из Par Recording, еще один человек, не любящий светить лицом, в роли продюсера, пишет проказу. Альбом интересен одним достаточно известным моментом – записью басовых партий. Новоиспеченный басист Терри Батлер никак не мог выполнить свою работу и в какой-то момент, сдавшись, попросил Чака исполнить партии за него, на что Шульдинер, по его словам, охотно согласился. Если учесть, насколько предводитель Death был перфекционистом, можно с уверенностью сказать, что в тот момент бас-гитарист Massacre был возведен в ранг кухонной утвари и добавлен в черный лист на списание в утиль. Но альбом был записан, и хоть работа далека от золотого фонда группы, она получилась на голову выше Scream Bloody Go. Leprosy стал более плотным, мелодичным. Если первенец Шульдинера звучал ровно и сыро, и мне сложно выделить отдельные треки, то в новом альбоме 88 года присутствуют свои death metal шлягеры Pull the Plug,
Leprosy и Left to Die. Несомненно, жемчуг проказы. Наметился и путь к новой лирике, хотя частично кровавая тематика и сохранилась. Но прослеживается некая глубина в текстах, философия и, конечно же, личный опыт, как с треком Open Casket, про который я говорил в начале. Теперь это больше размышление чем фанфик к фильмам ужасов. Конечно, не обошлось и без самокопирования. Песня Choke on It уж больно мне напомнила демо Rigor Mortis. Вот послушайте. Следует отметить, что треки, написанные исключительно Чаком, это Leprosy и Pull the Plug. Все остальное – плод совместной работы с Риком, за исключением песни Primitive Way, авторство которой полностью принадлежит Розу. Это важный момент, который стоит учитывать при разборе некоторых нюансов в нашей истории. За выходом пластинки последовали 51 концерт по США, Канаде и Мексике, в том числе турне, организованное лейблом Combat Records, где Death сыграли ряд концертов совместно с группой Dark Angel. По словам комбатов, группы должны были участвовать наравне, но, видимо, руководство не придало значения своим словам, и на афише группу Death опустили ниже Dark Angel, что привело к конфликтам с тур-менеджером. Помимо этого, по словам очевидцев, были еще и мелкие разногласия с Dark Angel, что в итоге вылилось в жесткий срач, и Чаку с бандой показали на дверь. Возможно, это стало катализатором дальнейших проблем с составом. После не особо удачного тура, дабы наладить менеджмент команды, за группу обеими руками берется Эрик. И весь коллектив Death впервые отправляется в европейское турне, побывав во Франции, Бельгии, Голландии и Германии. И это был бы успех, если бы опять не проявилась инфантильность Шульдинера, который посчитал, что турне для него слишком тяжкий груз, и вся банда, дав меньше половины запланированных концертов, садится на самолет и возвращается в США. И по возвращению начинается новая херня с составом. Во взаимоотношениях между Чаком и Фредериком очень много непонятного. По словам Рика, они с первых дней знакомства сдружились, отлично ладили, дурачились, угорали, курили шмаль и вообще не напрягались. На странице Роза в Facebook полно постов о Шульдинере и воспоминаний о славных днях в Death. Говорят, что о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но я склонен верить в их искренность. Но, тем не менее, Рик был первым, кого Чак турнул из первого состава Death, и первым, кого он выгнал из состава Leprosy. Анализируя более-менее свежие рецензии, в которых отдельные критики ругают соло от Роза, а кто-то и трек Primitive Ways, говорят, что это самая слабая композиция с альбома. Кажется, что причина кроется в его низких способностях как музыканта. Еще одним доводом в пользу того, что Рика выгнали именно из-за его бездарности, являются его слова в документальном фильме Death by Metal о том, что по возвращению из тура он уехал оттягиваться в Нью-Джерси, забив на музицирование. Но я уверен, что есть что-то еще, что мы, скорее всего, увы, не узнаем. По поводу дружеских отношений. Сам Чак в интервью андеграундному журналу Metal Forces сказал про их конфликт с Риком и его возвращение в банду, что топор войны зарыт и все хорошо, добавив слово «пока». На мой взгляд, это о многом говорит. И вот за несколько месяцев до записи третьей пластинки Эрик Грейв звонит Розу и уведомляет его о том, что он уволен из Death. Из множества интервью становится понятно, что мелкие конфликты между музыкантами происходили постоянно, включая возникающие по причине того, что Рик забивал на репетиции, говорил, что техника в Death Metal не нужна, отказывался ехать в турне по стране. Можно, конечно, сказать, что Делайла выпиздили для того, чтобы команда росла технически. С другой стороны, можно вспомнить и конфликты между Розом, Батлером и Ли по поводу денег и прав на группу «Резня», обвинения во лжи и предательстве. Так что в данной ситуации правда где-то посередине. В любом случае, банда Чака двигалась дальше. Тем временем, после того, как Роз отправляется развлекаться в одиночестве, Эрик рвал на жопе волосы, ведь на носу висели концерты в Мексике, которым надо было укомплектовать состав. Опять же, проявление судьбы. К Чаку часто на репетиции приезжали парни из группы Cynic, посмотреть, как играют их старшие товарищи, поджимовать и всячески просветиться музыкально. Это были Пол Масвидл и Шон Рейнард.
Так что было очевидно пригласить Пола в качестве гитариста Death. Это могло казаться подарком судьбы, но Масвидал не пошел по стопам музыкантов Massacre и явно дал понять менеджеру группы, что ни о каком переходе на постоянку в Death не может быть и речи. Хотя, скорее всего, он не хотел оставлять своего кореша одного. О взаимоотношениях Пола и Шона я рассуждать не буду. Кто хочет, может загуглить и почитать. Тем не менее, время все изменит. Но я не хочу забегать вперед. Масвидал отрабатывает 3 шоу с группой, выступая попутно на каком-то местном телешоу. И отправляется обратно пилить музяку для дебютного альбома Cynic. А Чаку советуют одного недурственного гитариста, который вскоре поднимет планку партии соло достаточно высоко. И о новом материале Death уже ни одна шавка не сможет сказать, что гитарные соло примитивные. Тусовавшийся в клубах Тампы Джеймс Мерфи играл с местными коллективами и был известным в очень узких кругах. Но этого хватило, чтобы его пригласили в Death. Джеймс был фанатом группы Чака и по счастливой случайности затусил с ними на одном из концертов в Тампе. Стоит отметить, что будущий гитарист Смерти успел поиграть в группе Engine Steel и даже прокатиться с ними в европейское турне. 1989 год, и Смерть отправляется в уже знакомую студию Mori Sound для записи 3-й пластинки Spiritual Healing. Рост группы был виден невооруженным глазом, а вклад Мерфи в материал был очень весомым. Послушайте хотя бы соло композиции Within the Mind. Джеймсу стоит пожать руку. Одна из самых шикарных тем на альбоме. Но, в общем, несмотря на технический рост, альбом лично для меня получился весьма стерильным. Шульдинер окончательно ушел от фарша в текстах и сосредоточился на социальных темах. Проповедники в телеке, аборты и многое другое. Мысль, выраженная в лирике, стала глубже, хотя от темы смерти Чак далеко не ушел. Над обложкой, как и в предыдущие разы, работал Эдвард. Стоит отметить, что это была последняя их с Шульдинером совместная работа. Дальше Чак захочет серьезных перемен. И в данном альбоме не обошлось без самокопирования. Хотя в этом случае, как мне кажется, эта тема притянута за уши. Песня Spiritual Healing. И один из заглавных рифов похож на риф из прошлого Death, а точнее демо. Трек называется Legion of Doom. И чтобы сравнить их, я запущу версию этой песни с того самого неудачного варианта в Орландо, когда Чак и Крис пытались самостоятельно записать Scream Bloody Gore. Конечно, рифы похожи, и, как я понимаю, Росс считает, что Legion of Doom — его детище. Но споров особо по этому вопросу не возникало. Андеграундные музыканты тоже не сильно жаловали этот альбом. А Трей из Morbid Angel предложил Чаку сменить название группы на Spiritual Healing, так как Death теперь не соответствовало их музыке. Но в группе Death не бывает долгого затишья в спорах и конфликтах. И в этот раз началось все с того, что, как оказалось, играть вместе в турне Шульдинеру и Мерфи очень сложно. И в какой-то момент Чак решает избавиться от надоедливого гитариста. Во всех интервью Джеймс, вспоминая свою деятельность в Death, говорит о скотском отношении к нему со стороны главаря банды, и что он сам был инициатором их расставания. Ведь находиться в команде, где ты постоянно на ножах, не было никакого желания. Впоследствии судьба свела их вместе в 99-м, и парни, видимо, повзрослев, поняли, что наговорили по малолетству глупостей и пошли на мировую. Но тогда, в 90-м, группа Чака опять заставила своего менеджера рвать волосы. Ведь на носу был контракт на европейское турне, в которое хотели ехать все, кроме Чака. Да еще и не было второго гитариста. Я не буду вдаваться в глубины межличностных маханий пиписьками, но группа Death в составе Батлер, Эндрюс, а также сессионные участники Уолтер из Rotting Corpse и Луи на вокале, который вообще был барабанщиком, едут в Европу. Я нашел несколько записей того европейского турне, и это плохо. По словам Батлера, отыгрывая последние концерты, они понимали, что их время в группе закончилось. Смерть играла тухлые концерты в Европе, а на другом конце света сидел Чак, который не мог вовремя приструнить свою инфантильность и теперь грыз локти и судился с Грейфом. Есть документальный фильм «Флорида Trash Till Death», где обсасывается эта каша. Можете загуглить, а мы, пожалуй, двинемся дальше.
В одном из интервью Шульдинер говорит, что он начинает новую главу в жизни своей команды и набирает новый состав, который, на мой взгляд, является одним из самых сильнейших лайнапов Death. Оставшись один со своими мыслями, Чак не находит идеи лучше, чем пригласить Пола и Шона из Cynic поработать вместе над новым альбомом. И они, конечно же, соглашаются, но опять же, не расформировав при этом свой проект. Дело остается за малым – найти басиста. И тут Шульдинер делает самый лучший выбор в своей жизни. Ну, по крайней мере, что касается музыкантов, приглашенных в его коллектив. Стив Диджорджио является одним из талантливейших басистов в жанре death metal уж точно, и впоследствии раскроет свой талант на все 100%, чего он, на мой взгляд, никогда бы не сделал в своей родной группе Seidus. Эта четверка просто не могла сделать плохо, и то, что вы сейчас можете услышать на альбоме Human, было прорывом в стиле, огромным прыжком как в мелодике, так и в технике исполнения. Конечно, говоря сегодняшним языком, Шульдинер хайпанул на скандалах вокруг судов, спорах об авторстве и дележке денег с менеджером группы. И имя Death было на слуху, и соответственно этим надо было пользоваться и стрелять из всех орудий, которыми были новые песни для 4-го альбома. Помимо техники и мелодики, альбом стал звучать плотнее, мрачнее и агрессивнее, чем предыдущий Spiritual Healing. Возможно, этому послужил тот гнев, что копился в Чаке при разборках с предыдущим составом. Кстати, об участниках. Есть один интересный момент. Диджорджио, отыграв свои партии, отправился обратно в ряды Seidus. Насколько можно судить по интервью Чака и Стива, никаких конфликтов между ними не было. К сожалению, рожденная на записи инструментальная композиция Cosmic Sea тоже нуждалась в партии баса. Так что было принято решение, что новый участник, подобранный для турне Скотт Карина, тоже поучаствует в записи. Более того, Скотт засветился и в первом видеоклипе от Death на песню Lack of Comprehension. Но у Диджорджио еще будет свой звездный час. Собственно, на сведении материала Стив также отсутствовал. А на хоум-видео, снятое, по всей видимости, менеджером группы, попал Скотт. Судя по всему, Полу было очень интересно находиться в студии во время сведения. Альбом некоторыми критиками, топившими за сырое и брутальное звучание, был встречен прохладно, но для большинства ценителей тяжелой музыки он был свежим глотком в death metal. Группа обновила и логотип, хотя изменения носили незначительный характер. Лирика наполнилась еще большей социальной тематикой, вперемешку с растущей мизантропией Чака. За выпуском альбома должно было последовать европейское турне, которого многие боялись, вспоминая, чем они заканчивались ранее. А СМИ Старого Света кричали о том, что банда Шульдинера ни за что не покажется на их континенте. Чак уверял, что тур состоится и все будет хорошо. Было запланировано более 40 концертов с ноября до конца декабря. Но, как обычно, в группе Death не все шло гладко. Снова не отыграв и половины запланированных сейшенов, находясь в Германии, в конце ноября Чак заявляет о прекращении тура, и команда с горем пополам возвращается домой. На тему, что же произошло на самом деле, очень много полярных рассуждений, которые я хочу опустить, не погружаясь в зловонную пучину шоу-бизнеса. Хочу лишь отметить, что в одном из интервью Чак, пытаясь объяснить ситуацию, несет полнейший бред о каких-то людях, неверно распорядившихся деньгами группы. Наступает 1992 год. Между членами Cynic и Чаком не было конкретной договоренности о продолжении совместного творчества. Но и покидать Death, по словам Пола, никто не собирался. Однако Диджорджио снова присоединился к смерти, а парни из Cynic нет. По словам Райнерта, Шульдинер даже не соизволил с ними пообщаться на этот счет, а просто списал в утиль. Хотя в интервью Чак говорил, что музыканты ушли заниматься своим проектом, и они молодцы. Ну да, что им еще оставалось сделать? Шон Райнерт был одним из самых самобытных музыкантов, игравших в составе Death. Увы, его уже нет в живых. Он умер в возрасте 48 лет 24 января 2020 года от разрыва аорты.
Очередные перестановки в кадровом составе уже никого не удивляли, как и обвинения в адрес менеджера группы Эрика. Все к этому уже привыкли. Помимо Стива, состав укомплектовался бывшим барабанщиком Dark Angel Джином Хогланом, с которым вся банда начала джемовать, разучивая старый материал и готовя одну из самых, на мой взгляд, сильных работ от Death. Individual Third Patterns стал жемчужиной в дискографии группы, максимально мелодичным, техничным и злым, чему поспособствовали тексты, через которые Чак послал нахуй всех тех, кто, по его мнению, переходил и еще перейдет ему дорогу, включая менеджера группы Эрика Грейфа. Джин и Стив смогли создать отличную атмосферу внутри коллектива, максимально сдерживая хаотические проявления инфантильности Чака и всячески поддерживая его, даже когда посреди записи пластинки он решил поехать в турне по Европе. Да, наверное, у кого-то в тот момент сжались яйца, но все концерты, на удивление, состоялись. Хочу отдать должное игре Ди Джорджио. Его басовые партии гениальны. Послушайте. Многие ли могут похвастаться таким мастерством в рамках Death Metal? Стив явно вложил душу в работу над пластинкой. Еще одним козырем в рукаве был вытащенный из Швеции гитарист группы King Diamond Энди Лерок и его соло, которые стали приправой к мясному деликатесу от шеф-повара Чака Шульдинера. Можно приводить много эпитетов во славу пятой полноформатной работы Death, но лучше ее просто послушать. Для живых выступлений Чак подбирает двух гитаристов. Крейг Лацистро, скорее всего, он принимал участие в европейском турне, и Райф Сантола, который еще и засветился во втором клипе команды на шикарнейшую песню The Philosopher. Возможно, Чак стал терять свой юношеский долбоебизм и стал более осторожно ходить по тонкому льду межличностных отношений. И мировая с Грейфом, и отсутствие скандалов положительно сказались на его имидже и имидже команды, которая стояла на вершине пищевой цепочки Death Metal. Шульдинер троллил журналистов футболкой с котятками. Посмотрите, рядом еще не скурившийся к ебеням Крис Барнс. Чак выплеснул весь свой гнев и ярость и, видимо, опустошил себя. Потому как за отличной работой Individual Third Patterns последовал новый альбом, который, как мне кажется, вернул нас к стерильности Spiritual Healing. Даже, наверное, превзошел его по унынию. И это несмотря на то, что материал писался предыдущим составом – Чак, Стив и Джин. Ди Джорджио, увы, не дошел до студии. Уехал, поняв, что дела семейные стоят сейчас выше той башни, что строит для себя Чак. Возможно, на саунд повлияло и то, что за продюсирование взялся сам Джин Моррис, а не Скотт Бернс, как на предыдущих работах. Может, обновленный состав, а может и то, что они подписали контракт с новым лейблом Roadrunner. А возможно, Шульдинеру просто надоело играть Death Metal и вообще держать на плаву саму группу. Помимо работы над новым альбомом Death, Чак успел поучаствовать в попытке собрать Old Star проект под названием Voodoo Cult. Но их работа вообще, на мой взгляд, не имеет интереса из-за своей серости. Начался 1995 год, и Шульдинер стал подбирать новый состав музыкантов, оставив Джина за барабанной установкой. Тут-то и вспоминается встреча много лет назад. Новым гитаристом становится Бобби Коубли, а на смену Ди Джорджио приходит Келли Конлон. В таком составе и был записан Symbolic, за которым последовал полномасштабный тур Full of Hate Easter Festivals, прошедший по городам Германии, Голландии, Бельгии и Польши. Попутно с гастролями к команде присоединяется новый басист Брайан Бенсон. И в таком составе группа отправляется в последнее турне, в рамках которого Чак включает режим истерики. Не с пустого, конечно, места. Джин, Бобби и новоиспеченный басист, придя на выступление команды Benediction и подбитые последними, взяв в роли вокалиста гастрольного техника, слабали песню или две. Насколько это было шуткой или нет, неизвестно. Но прознав об этом, Шульдинер словил спиритуальные флешбеки и решил разъебать своих одногруппников за такой поступок. Чак объявляет, что после окончания гастролей Death больше не существует. У него есть состав Control Denied, есть музыкальные наработки, и скоро он подписывает контракт, и все будет в шоколаде. Но, как вы знаете, у группы Death не бывает все хорошо. Новый лейбл Nuclear Blast захотел снять сливки перед тем, как выпустить запланированный Чаком дебютник от Control Denied. Ну и давайте на чистоту, похоронить смерть.
и Шульдинеру вновь пришлось идти в студию и писать альбом под вывеской Death. Sound of Perseverance. Часть материала этого альбома была демо-записями, готовящимися для новой группы Чака, хотя он это отрицал, но в сети есть демки с чистым голосом отца Death. Шульдинер записывал партии для будущего вокалиста своего нового проекта, где он хотел сосредоточиться на игре на гитаре. И это хорошо, потому что саунд получился на 3 головы выше, чем Symbolic. В меру тяжелый, в меру мелодичный. С запоминающимися треками он стал хорошей, жирной точкой для старой команды и старых фанатов. Большая часть состава этого альбома, гитарист Шеннон Хэм и барабанщик Ричард Кристи, отправились в новый проект Шульдинера, который дополнил Ди Джорджио и вокалист Тим Аймер. В 1998 году выходит последний альбом Death, а уже в 1999-м дебютник от Control Denied. И при его прослушивании складывается впечатление, что на новый проект Чак пустил огрызки от старого. На мой взгляд, The Fragile Art of Existence получился до безумия скучным и однообразным. И мы, увы, не узнаем, каким мог быть второй альбом, так как закончить его, скорее всего, не удастся из-за разногласий семьи Шульдинеров и лейбла. Да, мы подошли к финалу истории. 13 мая 1999 года у Чака нашли рак. На последнем интервью в 2000 году Шульдинер рассказывал о своих планах на второй альбом Control Denied и уже не был похож на того веселого парня с котиками на футболке. Несмотря на все попытки лечения, Чак умер 13 декабря 2001 года. Я не хочу мусолить тему с его уходом. Главное, что он оставил после себя музыку, как свое наследие. Автобус едет дальше, и говорить о флоридской школе Death Metal мы только начинаем. И следующими, о ком я хотел бы рассказать, будут эти парни.